Слава Украине! Привет всем от Полонского. Друзья мои, в Омане, точнее, не на, а вы. У нас на России. В Омане прошел первый тур переговоров между США и Ираном. И вот новости на этот вечер следующие. Значит, только что уже есть стейтмент официальный Соединенных Штатов Америки. По сути дела, они поблагодарили Оман за посредничество. Значит, все-таки переговоры идут в том формате, увы и ах, в котором хотел Иран. То есть такое, при помощи посредников, скажем так, общение. Хотя там Витков, по всей видимости, выглядит следующим образом. Оманцы говорят с иранцами, потом с Виткофом, потом опять с иранцами. Ну вот как-то так, по всей видимости, это общение выглядит. Да бог с ним, как оно выглядит, это уже такое. Главное, чтобы каким-то образом договориться о ядерном разоружении Ирана, что сделать практически невозможно. Вот тут я возвращаюсь к этому стейтменту от Госдепа. Они сказали, что, по сути дела, единственное, о чем они договорились, это поговорить еще 19 числа текущего месяца, апреля. Все, больше какого-то конкретного результата этих переговоров нет, да и быть не может. Я уже в каком-то ролике говорил о том, что, ну, елки-палки, на сегодняшний день, после того, как предали Украину и кинули, по-другому слова просто не подберешь, с тем, как мы наивно отдали наше ядерное оружие, то, конечно, ни Иран, ни Пакистан, ни Израиль, ни Северная Корея, ни кто-либо другой не захочет никогда в жизни отказаться от ядерного оружия. Просто, ну, тогда их сочтут сумасшедшими. Вот и все. Это все благодаря политике Трампа. Дальше. Еще очень интересный момент. Трамп подписал указ о продлении сроком на год санкций в отношении России. Да, санкции будут продлены. Окей, хорошо. Но это санкции, скажем так, введенные еще не Трампом, а санкции, введенные Байденом. Но, тем не менее, хорошо, они есть, они есть. Но, видите, новое не вводит в отношении России санкции. Он пытается юлить, лебезить и так далее. Мы все прекрасно видели, как Витков лебезил перед Путиным на встрече. Это просто очевидно было из видео, которое мы видели. И, конечно, с такой постановкой вопроса добиться чего-то от человека, массовое убийство людей, для которого это, судя по всему, любимое занятие, ну, не знаю. Я вообще не понимаю, как они хотят с ними вести переговоры. Я вообще понимаю, я понимаю, что они хотят торговать Украиной, с чего у них, конечно, не получится никогда, ни при каких обстоятельствах, потому что у Трампа просто нет карт, у него на руках нет. Как воздействовать на Украину? Чем? Чем именно? Старлинками уже не выйдет. Военной помощи таки ее нет. Разведкой не выйдет. Что нам, Свифт зарубит? Ну, так будем Европой пользоваться. И не зарубит, потому что его тогда зарубят собственные конгрессмены. Вот. То есть этого он не сделает. Соответственно, у него нет никаких рычагов воздействия на нас, поскольку у нас, скажем так, точек соприкасания очень мало. Вот. Ну и, собственно говоря, единственное, чем ему остается торговаться, это вот возможностью, первое, это возможность личной встречи Трампа и Путина. Ну, такое сомнительное себе удовольствие для обоих сторон, ну, пускай встречаются. Такое дело. Вот. И второе, это снятием санкций поэтапно. Вот тут он будет торговаться, это 100%, я не сомневаюсь в этом, поэтому он их и продлевал, чтобы за них торговаться. Вот. И по поводу того, кому он будет снимать эти санкции, помните, мы когда-то наивно так говорили, что когда потери рашистов превысят там 100 тысяч человек, они остановятся, потому что люди схватятся за голову. Боже мой, как же так? Ну, 100 тысяч человек погибло, это же ужас какой-то. Смешно, да? Потери под миллион. И им пофиг, это кровожадные люди, абсолютно кровожадные. И сегодня, кстати, базу выдал будущий канцлер Германии Мерц. Он сказал, что вообще россияне не те люди, которые откажутся от своих военных планов или планов там по захвату чего-то из-за каких-то своих лишений, либо из-за больших потерь. Дело в том, что вся политика России, вся ее история, это политика массового уничтожения людей, которых до этого держат в злыднях, то есть в нищете.
И вот тут Мерц абсолютно прав, он просто выдал базу. То есть, в принципе, что такое Россия? Это Россия, где стадо живет в полной нищете, в полном дерьме. При этом ему рассказывают, что вот из-за хохлов, там, не знаю, бендеровцев, империалистов, колонистов, марсиан, рептилоидов, кого там еще, рыцарей, евреев, еще кого-нибудь, вы живете плохо, поэтому их надо обязательно, поляков и так далее. Да, значит, их надо обязательно победить, вот, а тогда вы заживете хорошо. Но это будет не скоро, надо немного потерпеть. Немного, лет 50 ближайших. Вот они на этом воспитаны. То есть они будут жить в дерьме столько, сколько надо, аж до самой смерти, поскольку живут они недолго. Вот. А уж о том, что их там чем-то будут смущать гигантские человеческие потери, да, ну, смешно говорить. Вот. Ну, и слава богу, что в Германии до этого дошли. Дошли, да. То есть, единственное, что может смутить рашистов, это, вот я уже от себя, это очень концентрированная и плотная работа по их лидерам. Вот те живут очень хорошо. Эти живут очень хорошо. И вот если и им прилетит за шиворот, на быдло им все равно. Там они, сколько они их там отминусуют, их это вообще не интересует. А собственная шкурка, посмотрите, им дорога. Они миллиарды выводят за границу. Они воруют миллиардами и триллионами. А значит, жить хотят лучше и долго. Но зачем той же этой Вальке полстакана, кстати, говорят, полстакана или стакан, как правильно, я не знаю. Вот, допустим, полстакана, говорят, что она уже сейчас стакан не перекинет. Зачем ей миллиарды? Ну зачем? Чтоб в ящик сыграть? Нет. А Путину зачем миллиарды? Чтобы его там прибили сразу? Нет. Тоже, конечно, он этого не хочет. Он хочет жить хорошо, жирно и уверенно. И вместе, чтобы его дочки еще жили. Там и вся эта череда, вот эта вот челядь, которая там вокруг, чтобы они жили хорошо и сытно. Вот этих, да. Эти боятся всяких катаклизмов. Поэтому тут, как говорится, другого выхода, кроме как то, что работать именно по главарям этой мафии, по-другому никак. Потому что до людей им дела вообще никакого нет. Да. Вот. Так что вот такие вот новости к вечеру. В принципе, ребята, сегодня за день так особо ничего не случилось, кроме того, что я же говорю, Трамп, ну, я об этом уже целый ролик записывал, отменил налоги на электронику, которую завозят из Китая. Ну, уже никто ничего не удивляется. Он поступает в экономическом отношении как просто клоун. Да? Сегодня ввел налоги, завтра он отменил. Послезавтра он их опять введет, послезавтра опять отменят. Но, к большому сожалению, это все ужасно, на самом деле. Я, конечно, ерничаю, но это ужасно, потому что таким образом он убивает реноме Соединенных Штатов Америки. Знаете, реноме или там хорошее имя заработать очень долго придется, зарабатывать бесконечное время. Вот. А потерять его вот благодаря вот такому вот шлеперу можно за 5 минут.